Всем добрый вечер. Мы завтра летим в Таиланд. Ставьте лайки, подписывайтесь. Продолжаем читать нашу пятую книгу «Гарри Поттер и Орден Феникса». Остановились на главе 20. Рассказ Хагрида. Гарри побежал наверх в спальню, чтобы взять из чемодана мантию-невидимку и карту мародеров. Они с Роном обернулись так быстро, что по крайней мере 5 минут еще ждали Гермиону из спальни девочек. Она пришла в шарфе, перчатках и одной из эльфийских нескладных шапок. «Там же холод», — извиняющимся тоном сказала она, когда Рон нетерпеливо щелкнул языком. Они выбрались через портретный проем и спешно накинули мантию-невидимку. Рон так вырос, что шел на полусогнутых, иначе высовывали двоих ноги, и медленно, осторожно двинулись дальше. Спуститься надо было по многим лестницам. Они то и дело останавливались и проверяли на карте, нет ли поблизости Филча и миссис Норрис. Повезло, встретился только почти безголовый Ник. Он парил под потолком, рассеянно напевая что-то ужасно напоминающее «Уизли наш король». Они пересекли вестибюль и вышли на безмолвный заснеженный луг. Сердце у Гарри радостно забилось. Впереди квадраты золотого света и дымок над трубой Хагрида. В волнении он прибавил шагу. Рон и Гермиона толкались позади него. По хрустящему снегу они добрались наконец до деревянной двери. Гарри трижды постучал кулаком. Собака в доме иступленно залаяла. «Хагрид, это мы!» — крикнул Гарри в замочную скважину. «А то не знаю», — отозвался грубый голос. Трое под мантией радостно повернулись друг к другу, по голосу было ясно, что Хагрид доволен. Порог переступить не успел, с дороги. «Клык, уйди ты, сонная псина!» Отодвинулся засов, скрипнула дверь, и в щели показалась голова Хагрида. Гермиона вскрикнула. «Тихо, Мерлин тебя научи!» Хагрид ошалело поглядел поверх их голов. «Мантии, что ли? Заходите живей!» «Извини», — шепнула Гермиона, когда они протиснулись мимо Хагрида в дом и стащили себя мантию, чтобы он наконец увидел гостей. «Я просто... Ой, Хагрид!» Ерунда!» Хагрид захлопнул дверь и заторопился опускать шторы. Гермиона в ужасе провожала его глазами. Волосы у Хагрида свалились от запекшейся крови. Левый глаз заплыл и превратился в щелку, окруженную лиловыми черными синяками. Лицо и руки в порезах, некоторые еще кровоточат, и двигался он скоропчась. Наверное, из-за сломанных ребер, решил Гарри. Очевидно, он вернулся только что. На спинке стула висел плотный черный дорожный плащ, а к стене возле двери был прислонен большой рюкзак, в котором могли спрятаться несколько детей. Сам Хагрид ростом с двух взрослых мужчин прихрамывал к очагу и поставил на огонь медный чайник. Клык скакал вокруг них и норовил лизнуть на лицо. «Что с тобой случилось?» – спросил Гарри. «Говорят, тебе ничего». Хагрид выпрямился и радостно повернулся к ним, правда при этом морщась. «До чего же рад вас видеть. Летом хорошо жилось?» «Хагрид, на тебя напали?» – сказал Рон. «Сколько раз говорите? Ерунда. Если бы кто из нас пришел с фунтом фарша на месте лица, тоже сказал бы ерунда?» – не отставал Рон. «Ты бы сходил к мадам Помфри», – сказала Гермиона. «Раны нехорошие. Без докторов обойдемся, ясно?» – отрезал Хагрид. Он подошел к громадному деревянному столу, стоявшему посреди хижины, и сдернул с него посудное полотенце. Над ним оказался кровавый с прозеленью бифштекс, размером чуть больше автомобильной шины. «Уж не кушать ли это ты собрался?» – спросил Рон, наклонившись к мясу. «Выглядит ядовитым». А как еще могут выглядеть драконье мясо? Не для кушания принесено». Он схватил его, пришлепнул к левой стороне лица и закряхтел от удовольствия. По бороде потекла зеленоватая кровь. «Уже полегчало, жжет, а помогает». «Так расскажешь нам, что случилось?» – спросил Гарри. «Не могу, Гарри, большой секрет. Рассказать так мне, что с работы уволят. Скажи, это тебя великаны отделали?» – тихо спросила Гермиона. «Великаны?» Хагрид поймал бифштекс, сползший почти до пояса, и снова пришлепнул к лицу. «Кто тебе сказал, великаны?» «Ты с кем говорила? Кто тебе напел, где я? Кто сказал, что я, а?» «Мы догадались», – извиняющимся тоном ответила Гермиона. «Ага, догадались». Хагрид судорожно взирал на нее тем глазом, который не был закрыт бифштексом. «Это вроде очевидно», – сказал Рон. Гарри кивнул. Хагрид сердито оглядел их, шмякнул мясо на стол и подошел к засвистевшему чайнику. «Сроду не видал таких
досужих ребят», – бурчал он, разливая кипяток по 3 кружкам в форме ведер. «Не в похвалу вам говорится, учтите, любопытный не в меру, нос суете куда не надо», но в бороде как будто мелькнула улыбка. «Так ты великанов искал?» – с улыбкой сказал Гарри, усаживаясь за стол. Хагрид поставил перед ними чай, сел, подобрал свой бифштекс и опять пришлепнул к лицу. «Ну, искал. И нашел?» – спросила полушепотом Гермиона. Правду сказать, найти-то было нетрудно, но карлики, понимаешь. «А где они?» – спросил Рон. «В горах», – последовал невразумительный ответ. «А что же маглы их не...» «Да, встречают», – мрачно перебил Хагрид. «Только, говорится, всегда несчастный случай в горах с альпинистами». Он переместил немного бифштег, чтобы полечить самый большой синяк. «Давай, Хагрид, рассказывай, чем занимался», – сказал Рон. «Расскажи, как повздорил с великанами, а Гарри тебе расскажет, как на него напали дементоры». Хагрид поперхнулся с кружкой у рта и одновременно уронил свой драконий компресс. Слюни, чай и драконья кровь обильно оросили стол, и пока он кашлял, мясо сползло со стола и с мягким шлепком упало на пол. «Как это напали дементоры? А ты не знал?» Гермиона широко раскрыла глаза. «Ничего я не знал, пока меня не было. Я был на секретном задании. Нельзя, чтобы с орком не летали все время. Дементоры... Шут их возьми». «Вы вправду говорите?» «Ну да, они появились в Литл Уинксе, напали на нас с двоюродным братом, а потом Министерство магии исключило меня». «Чего?» «И вызвало на разбирательство». «Но расскажи сперва про великанов. Тебя исключили? Расскажи, как ты провел лето. Тогда я расскажу я». Хагрид уставился на него здоровым глазом. Гарри выразил лицом простодушие, но взгляд Хагрида выдержал твердо. Хагрид уступил. «Ну так быть». Он нагнулся и выдернул у клыка из пасти драконье мясо. «Хагрид, это не гигиенично», — сказала Гермиона, но тот уже приложил мясо к подбитому глазу и, подкрепившись основательным глотком чая, начал. «Отправились мы, значит, как семестр кончился. И мадам Максим с тобой?» – перебила Гермиона. «Ну да». Незакрытые зеленым мясом несколько дюймов лица сразу как-то смягчились. «Ага, вдвоем отправились. И я вам скажу, она не неженка. Олимпия, ну да, красивая, нарядная женщина. Я-то знал, куда идем. Думаю, каково ей покажется по скалам карабкаться да в пещерах ночевать. А она хоть бы раз пожаловалась. Ты знал, куда идете?» – спросил Гарри. «Знал, где живут великаны?» «Дамблдор знал, он и сказал нам». «Они прячутся?» – спросил Рон. «Это тайна, где они живут?» «Да какая тайна?» – сказал Хагрид, встряхнув косматой головой. «Просто волшебникам до них нет дела, лишь бы подальше, где были. Но где они есть, добраться туда трудно, особенно для людей. Потому и надо было получить от Дамблдора направление. Месяц добирались». «Месяц?» – сказал Рон, словно в жизни не слышал о таких бессмысленно долгих путешествиях. «А взял бы и через портал». Целый глаз Хагрида уставился на него со странным выражением, как бы даже жалости. «Следили за нами, Рон», – грубо сказал он. «Как это?» «Никак не скумекаешь. Шпионит министерство за Дамблдором и за всеми, кто с ним в сговоре. По-ихнему». «Это мы знаем», – вставил Рон. Гарри. И ему не терпелось услышать продолжение истории. «Мы знаем, министерство следит за Дамблдором». «Значит, волшебным транспортом ты не мог до них добраться?» – допытывался потрясенный Рон. «Весь путь проделал как магл». «Ну не так уж прямо весь», – уклончиво ответил Хагрид. «Но осторожность не мешает. Мы-то с Олимпией, как бы сказать, заметные». Рон издал непонятный звук, то ли хрюкнул, то ли чихнул, и поспешно глотнул чаю. За нами-то легче следить. Прикинулись, будто вместе едем в отпуск. Прибыли, значит, во Францию, будто бы в школу Олимпии направляемся. Знаем, таскается кто-то за нами хвостом из министерских. Вот и ехали потихоньку. Мне же магией пользоваться нельзя, а министерство только и ждет, чтобы нас закатать. Но хвост мы свой сбросили возле Диджона». «В Диджоне?» – обрадовалась Гермиона. «Я там была на каникулах, а ты видел?» – и замолкла под взглядом Рона. А после этого рискнули малость поколдовать и добрались благополучно. Наткнулись на пару сумасшедших троллей на польской границе, и в министерской пивной с вампиром малость повздорил. А так все прошло как по маслу. Добрались до места и пошли в горы искать их. Маги, значит, по боку, раз они близко. Они волшебников, ох, как не любят, а нам их злить ни к чему. Дамблдор предупредил, что сами знаете кто тоже станет искать великанов, и скорее всего уже отрядил к ним посла.
Сказал: осторожнее, внимание к себе не привлекайте, когда подойдете близко, вдруг они там уже, пожиратели смерти. Хагрид умолк и отхлебнул чаю. «Дальше нетерпеливо», — сказал Гарри. «Нашли их, ночью поднялись на гору. Они внизу под ними. Костерки горят и большущие тени, будто гор куски передвигаются». «Какого они роста?» — спросил притихший Рон. «До футов 20, — небрежно уронил Хагрид. «Который побольше, так может и 25. «А сколько их было?» — спросил Гарри. «Десятков, думаю, 7 или 8. «И все?» — сказала Гермиона. «Да», — печально сказал Хагрид. 80 осталось, а было их пропасть сколько. Одних племен почти сотня по всему свету. Они веками вымирали. Конечно, и волшебники кое-каких убили, но больше сами они друг друга. А теперь особенно быстро мрут. Это против их природы кучей жить. Дамблдор говорит, мы виноваты, волшебники, их прогнали от себя подальше. Вот и пришлось им собраться вместе для защиты. Но вы увидели их? И что потом? Поторопил Гарри. Дождались утра, не хотели в темноте приближаться, опасно. Часа в 3 ночи они заснули прямо где сидели, а мы боялись спать. Во-первых, мало ли кто там проснется и к нам подойдет, а потом храп такой, что представить нельзя. Под утро из-за этого лавина случилась. В общем, как рассвело, пошли к ним. Прямо так и пошли, благоговенно произнес Рон. Прямо в лагерь великанов. Ну, Дамблдор сказал нам, как к ним подступиться, принести подарки, Гургу уважение оказать. Одним словом, кому подарки? Спросил Гарри. А, Гургу. Вождю, то есть. А как понять, кто там Гург? Спросил Рон. Хагрида вопрос позабавил. Проще простого, самый здоровый, самый уродливый и ленивый. Сидит, и чтобы жатву ему таскали. Мертвых козлов и прочее. Зовут Кавкусом. Фут-то, чтобы не соврать, 22, 23, а весом с пару взрослых слонов. Шкура, как у носорога. И ты к нему подошел? С трепетом спросила Гермиона. Ну, спустился к нему. Он в ложбине лежал между 4 довольно-таки высокими горами, возле горного озера. Лежит этот Кавкус и орет остальным, чтобы харч таскали ему и его жене. Мы с Олимпией спустились по склону, и они не захотели убить вас, когда увидели, изумился Рон. Кое-кто там точно об этом подумал. Хагрид пожал плечами, но мы сделали, как велел Дамблдор. Подарок поднять повыше и на него не смотреть, только на Гурга. Так и сделали, остальные там держались смирно, смотрели, как мы идем, а мы подошли к ногам Кавкуса, поклонились и положили перед ним подарок. «Что вы поднесли великану?» – спросил Рон. «Еду? Нет, еды у него сколько влезет. Мы ему волшебство принесли. Великаны любят волшебство, не любят, чтоб его против них применяли. Короче, в первый день мы дали ему ветку губрайтового огня». Гермиона тихо охнула, а Гарри и Рон недоуменно нахмурились. «Ветку чего?» «Вечного огня», – раздраженно пояснила Гермиона. «Пора бы знать, профессор Флитвик как минимум 2 раза говорил о нем на занятиях». Короче, поспешил вмешаться Хагрид, не дав Рону огрызнуться. Дамблдор заколдовал эту ветку, чтобы она всегда горела. А это не всякий волшебник умеет. Я, значит, кладу ее в снег к ногам Кавкуса и говорю: подарок Гургу великанов от Альбуса Дамблдора, который шлет ему почтительное приветствие. «И что сказал Кавкус?» – поинтересовался Гарри. «Ничего, не знает по-английски». «Да ну, подумаешь, какое дело», – невозмутимо ответил Хагрид. Дамблдор предупреждал нас, что может так случиться. Смекалки у Кавкуса хватило кликнуть парочку великанов, которые разумели по-нашему. Толмачей, значит. «А подарок ему понравился?» – спросил он. «Еще как, чуть не запрыгали, когда поняли, что за штука». Хагрид перевернул свой драконий бифштекс, чтобы приложить к подбитому глазу холодной стороной. А очень были довольны. И я говорю, Альбус Дамблдор просит Гурга поговорить с его посланцем завтра, когда он приедет с новым подарком. «А почему сразу нельзя было поговорить?» – удивилась Гермиона. «Дамблдор велит нам подъезжать потихоньку. Пусть, мол, видят, что мы держим слово. Завтра приедем еще с одним подарком. И приходим еще с одним. Производит хорошее впечатление, поняла? А они пока что первые испробуют. Поймут, что вещь хорошая, и еще захотят. В общем, великаны вроде Кавкуса, если их мозги чересчур нагружать новостями, они тебя убьют, чтобы думать было проще. Короче, откланялись мы, нашли себе уютную пещеру для ночлега, а на утро пришли обратно, и на этот раз Кавкус уже сидел, ждал нас прямо с нетерпением.
И ты поговорил с ним? Ну да, сперва мы поднесли ему ладный боевой шлем, ну, гоблинской работы, непрошибаемый, а потом сели потолковать. Что он сказал? Немного, больше слушал, но признак хороший. Про Дамблдора он слышал, что Дамблдор был против того, чтобы убивали последних великанов Британии. И вроде Каркусу было интересно, с чем к нему пожаловали гонцы от Дамблдора. И еще сколько-то ихних, в особенности которые знают по-английски, подошли и тоже слушают. Так что уходили мы в тот день обнадеженные. Обещали завтра прийти опять с подарком, а ночью все поломалось. «Почему же?» – спросил Рон. «Я ж говорю, они не приспособлены жить сообща», – грустно сказал Хагрид. «Такой большой компанией не могут с Норреллом своим совладать. У них прямо смертоубийство. Мужчины друг с другом дерутся, женщины с друг дружкой дерутся. Остатки старых племен стенка на стенку идут. И не чтобы харч не поделили, или костры какие получше, или место для ночлега. Казалось бы, коль весь род твой почти перевелся, но не долбите друг друга. Так нет же». Хагрид грустно вздохнул. В ту ночь завязалась драка. Мы сверху видели из пещеры, и час за часом дерутся шум невообразимый. А когда солнце встало, снег кругом красный. Голова его на дне озера. «Чья голова?» – ужаснулась Гермиона. «Каркуса», – внушительно произнес Хагрид. «И у них новый гурк. Гольгамов. Мы-то не ждали, что будет новый гурк. 2 дня только как с первым в дружелюбные отношения вошли. И чувствуем, этот Гольгамов не так уж захочет нас слушать. Но деваться некуда». «И вы пошли с ним говорить?» – изумился Рон. «После того, как на ваших глазах он оторвал голову другому великану?» «Пошли, конечно, что же мы в такую даль тащились?» И через 2 дня на попятный пошли с подарком, который Каркусу приготовили. Я еще рта не успел открыть, а понял уже, что толку не будет. Он сидел в шлеме Каркуса, а как подошли, оскалился. Здоровущий, из самых больших там, черные волосы, зубы, им в тон и ожерелье из костей. Частью вроде бы человеческие. Я, однако, попробовал, протягиваю большой рулон драконьей кожи и говорю: «Подарок гурку великанов». Оглянуться не успел, как повис вниз головой. 2 его приятеля меня за ноги держат. Гермиона закрыла ладонями рот. «Как же ты от них освободился?» – спросил Гарри. «Да, без Олимпии ни за что бы. Вынула палочку, такой быстрой волшебной работы я сроду не видел. Чудо, иначе не скажешь. Обоих, что держали меня, стегануло по глазам заклятием конъюнктивитус, и они меня сразу выронили. Но теперь совсем беда. Против них магию употребили, а они за это ненавидят волшебников. Пришлось удирать, и обратно к ним в стоянку нам теперь ход заказан». «Дела», – прошептал Рон. «Почему же вы так долго добирались домой, если пробыли там всего 3 дня?» – спросила Гермиона. «Мы не 3 дня там были», – с негодованием ответил Хагрид. «Дамблдор положился на нас. Но ты же сам сказал, пути обратно не было». «Днем не было, верно. Пришлось заново все обдумывать. Дня на 2 притаились. Сидим в пещере, наблюдаем. И то, что увидели, нам не понравилось. Он еще кому-то голову отрывал». Скривив лицо, спросила Гермиона. «Нет, похуже. Это как? Увидели, что он не против всех волшебников настроен, только против нас. Пожиратели смерти?» – догадался Гарри. «Да», – угрюмо подтвердил Хагрид. «Парочка их каждый день к нему ходила. Таскали подарки Гургу. И вверх тормашками он их не вешал». «А как вы поняли, что они пожиратели смерти?» – спросил Рон. «Я узнал одного», – прорычал Хагрид. «Макнейра, помните? Его прислали казнить Клювокрыла. Форменный маньяк, убивать любит не меньше Голгомофа. Не мудрено, что они поладили. Значит, Макнейр уговорил великанов присоединиться, ты знаешь кому?» «Придержи своих гипографов, я еще не кончил», – рявкнул Хагрид. При том, что вначале он совсем ничего не хотел рассказывать. Сейчас явно получал от этого удовольствие. Мы с Олимпией обсудили и решили, если Гурк проговорит сами знаете кому, это не значит, что остальные тоже. Надо потолковать с другими, которые не хотели Голгомофа в Гурге. «А как вы поняли, который из них?» – спросил он. Да их же измордовали», – терпеливо пояснил Хагрид. «А у кого немного соображения в голове, те от Голгомофа убрались подальше, отсиживаться в пещерах вокруг долины, как мы. И мы решили сунуться к ним ночью. Не удастся ли кого уговорить? Ночью лазили по пещерам, искали великанов.
С благоговением спросил Рон. Мы не великанов больше опасались, мы больше беспокоились насчет пожирателей смерти, когда собирались. Дамблдор велел не связываться с ними, если можно без этого обойтись. Но в том-то беда, что они про нас знали. Голгомов, я думаю, рассказал. Ночью, когда великаны спали и мы хотели полазить по пещерам, Макней или другой шастали по горам, нас разыскивали. На силу удержал Олимпию, чтобы на них не бросилась, сказал Хагрид. И видно было сквозь косматую бороду, как поднялись у него углы рта. Прямо рвалась. Это надо видеть, когда ее рассердят. Олимпию? Огонь, верно, французская кровь оказывается. Хагрид растроганно глядел в огонь. Гарри дал ему 30 секунд на воспоминание, после чего громко кашлянул. Ну и как, добрались вы до этих других великанов? А, что? Да, добрались. В третью ночь после того, как убили Каркуса, вылезли мы из своей пещеры и стали спускаться в долину. Ушки на макушке, не попасться бы пожирателям. В одну пещеру залезли, в другую пусто. В шестой уж, наверное, нашли таких 3 великанов. Небось, тесновато там было, вставил Рон. Жмыра посадить некуда. Они на вас не напали, когда увидели, спросила Гермиона. Может, и напали бы, если бы силы нашлись, но все 3 были очень избитые. Долгомова сфора избила их до бессознательного состояния, а когда очнулись, заползли в самое ближнее укрытие. Один из них немного понимал по-английски и переводил остальным, и похоже, им было по душе, что мы говорили. Словом, стали мы ходить к раненым, и одно время 6 или 7 удалось убедить. 6 или 7, обрадовался Рон. Неплохо, значит, согласились прийти сюда и сражаться против ты знаешь кого вместе с нами? А Гермиона спросила. Хагрид, почему ты сказал одно время? Хагрид печально посмотрел на нее. Голгомовские сделали налет на пещеры. Те, что живы остались после этого, не хотели иметь с нами дело. Значит, великаны не придут? Разочарованно протянул Рон. Нет, с тяжелым вздохом Хагрид перевернул свой бифштекс и приложил его к лицу холодной стороной. Но мы сделали, что должны. Передали им слова Дамблдора. И кое-кто из них слышал нас. И, думается, запомнит. Может статься, те, которые с Голгомовом не хотят жить, уйдут с гор, и кто их знает, может, вспомнят, что Дамблдор им дружбу предлагал. Глядишь, и придут. Снег лепился к окну. Гарри почувствовал, что ноги у него намокли. Клык все время держал у него на коленях голову и пускал слюни. Немного погодя, Гермиона робко сказала: Хагрид, ты не слышал, тебе там никто не говорил о твоей матери? Незагороженный глаз Хагрида остановился на Гермионе, и ей стало неловко на свой вопрос. «Извини, я забыла». «Умерла», буркнул Хагрид. «Давно уже, они мне сказали». «Ой, мне очень жаль, правда», — слабым голосом сказала она. Хагрид пожал широкими плечами. «Не убивайся, плохо я помню. Неважная была мать». Они опять замолчали. Гермиона нервно поглядывала на Гарри и Рона, надеясь, что они заговорят. «Но так ты и не объяснил, Хагрид, где тебя разукрасили?» Рон показал на его разбитое лицо. «И почему ты так долго не возвращался?» — добавил Гарри. «Сириус говорит, мадам Максим 100 лет назад вернулась». «Кто на тебя напал?» — спросил Рон. «Да не напали на меня!» — с жаром воскликнул Хагрид. «Я...» Но речь его прервал внезапный стук в дверь. Гермиона ахнула, кружка выпала у нее из рук и разбилась. Клык залаял. За тонкой занавеской маячила приземистая тень. «Это она!» – прошептал Рон. «Залезайте, быстро!» – сказал Гарри. Схватив мантию-невидимку, он накинул ее на себя и Гермиону. Рон бросился к ним с другой стороны стола и нырнул под мантию. Кучкой они отступили в угол. Клык иступленно лаял на дверь. Хагрид выглядел совершенно растерянным. «Хагрид, спрячь наши кружки!» Хагрид схватил кружки Рона и Гарри и засунул под подставку корзинки Клыка. А сам Клык прыгал на дверь. Хагрид отодвинул Клыка ногой и открыл ее. Там стояла профессор Амбридж в зеленом твидовом плаще и такой же шляпке с наушниками. Она поджала губы и отклонилась назад, чтобы видеть лицо Хагрида. Головой она едва доставала ему до пупа. «Так», — громко произнесла она, словно обращалась к глухому. «Вы, Хагрид, так?» И, не дожидаясь ответа, вошла в дом, шныряя своими выпученными глазами. Оля уснула. Будем продолжать читать книгу в Таиланде. Всем пока-пока. Всем добрый вечер. Мы в Таиланде. Половина уже спит.
Мы продолжаем читать нашу пятую книгу «Гарри Поттер и Орден Феникса». Остановились мы на 20 главе, рассказ Хагрида. Продолжаю читать, ставьте лайки, подписывайтесь. «Пшёл!» — рявкнула она, замахнувшись сумкой на Клыка, который бросился к ней, норовя лизнуть в лицо. «Эй, не хочу быть невежливым, но кто вы? Шут побери. Меня зовут Долорес Амбридж». Взгляд ее обшаривал комнату. Дважды он задерживался на том углу, где стоял Гарри, зажатый между Роном и Гермионой. «Долорес Амбридж?» С глубоким недоумением повторил Хагрид. «Я думал, вы из этих министерских. Вы разве не у Паттера работаете?» «Да, я была первым заместителем министра», — сказала Амбридж, расхаживая по всей комнате и пристально разглядывая каждую вещь в ней. От рюкзака у стены до брошенного дорожного плаща. Теперь я преподаватель защиты от темных искусств. «Смелая женщина», — сказал Хагрид. «На эту должность нынче мало охотников». «И гениальный инспектор Хогвартса», — закончила Амбридж, так будто и не слышала его. «Это что такое?» — нахмурясь сказал Хагрид. «Именно этот вопрос и собиралась задать», — сказала Амбридж, показывая пальцем на рассыпанные на полу фаянсовые черепки, которые еще недавно были кружкой Гермионы. «А», — сказал Хагрид, весьма не кстати, бросив взгляд в тот угол, где спрятались гости. «А, это Клык разбил кружку, вот пришлось другую взять». Он показал на кружку, из которой пил чай, другой рукой прижимал к глазу драконье мясо. Теперь Амбридж стоял лицом к нему и рассматривала уже не помещение, а все детали его внешности. «Я слышала голоса». «Я с собакой разговаривал», — решительно сказал Хагрид. «И она вам отвечала?» «Ну, можно и так сказать», — без убежденности огласил он. «Я иной раз думаю, что Клык прямо почти человек. На снегу 3 цепочки следов от двери замка до вашей двери», — вкрадчиво произнесла Амбридж. Гермиона ахнула, Гарри зажал ей рот ладонью. К счастью, Клык шумно обнюхал подол профессора Амбридж, и она ничего не услышала. «Я только что вернулся», — Хагрид махнул громадной рукой в сторону рюкзака. «Может, кто и заходил. Да я их не застал. А от вашего дома следы никуда не ведут». «Ну уж не знаю, почему это», — сказал Хагрид, нервно подергав бороду и снова бросил взгляд в угол, где стояли ребята, словно ждал от них помощи. Амбридж повернулась кругом и пошла по всей комнате, внимательно ее оглядывая. Нагнулась, заглянула под кровать, открыла буфсы. Прошла в 2 дюймах от ребят, прижавшиеся к стене. Гарри даже втянул живот при ее приближении. Излучила неуверенность исполинского котла, в котором Хагрид готовил еду. Снова сделала поворот кругом и сказала: «Что с вами произошло? Как вы получили эти увечья?» Хагрид поспешно отнял драконий компресс от лица, что на взгляд Гарри было ошибкой. Лиловые и черные выпуклости открылись по всей своей красоте, не говоря уже о большом количестве свежей и запечившейся крови. «Да так, небольшая авария», — неубедительно объяснил он. «Какого рода авария?» Я споткнулся». «Вы споткнулись?» — ледяным тоном повторила она. «Так, об метлу приятеля. Сам-то я не летаю, видите, какого я размера. Вряд ли какая метла меня выдержит. Приятель мой разводит абраксанских коней. Не знаю, встречались ли вам здоровые такие зверюги с крыльями. И на одном прокатился, и вот». «Где вы были?» — холодно прервала его бормотание Амбридж. «Я? Где?» «Да, были. Семестр начался 2 месяца назад. Вас пришлось подменять другому преподавателю. Никто из ваших коллег не смог сообщить мне, где вы находитесь. Вы не оставили адреса, где вы были». Наступила пауза, в продолжении которой Хагрид глядел на Амбридж освободившимся глазом. Гарри почти слышал, каким напряжением работает его мозг. Уезжал. Для поправки здоровья. Для поправки здоровья взгляд ее пробежал по его распухшему черно-лиловому лицу. Драконья кровь тихо капала ему на жилет. «Понимаю», — «Да», — сказал Хагрид. «Маленько подышать свежим воздухом, понимаете?» «Да, у лесника, разумеется, свежий воздух в дефиците», — ласково сказала Амбридж. Та небольшая часть лица, которая не была лиловой и черной, у Хагрида сделалась красной. «Ну, переменить обстановку, что ли?»
«И горный воздух?» – быстро сказала Амбридж. «Она знает», – с отчаянием подумал Гарри. «Горный?» – повторил Хагрид. Было видно, как он старается соображать побыстрее. «Нет, я больше по югу Франции. Солнышко, море. В самом деле, загара что-то не видно. Да, эта кожа чувствительная». Хагрид заискивающе улыбнулся, насколько позволило состояние его лица. Гарри заметил, что 2 зубов у него не хватает. Амбридж смотрела на него ледяным взглядом. Улыбка его увяла. Она подтянула повыше сумку на локте и сказала: «Я, разумеется, проинформирую министра о вашем позднем возвращении». Хагрид кивнул. «Правильно. Вам следует знать, что моя неприятная, но неприметная обязанность как генерального инспектора инспектировать моих коллег-преподавателей. Так что, полагаю, мы вскоре увидимся». Она круто повернулась и пошла к двери. «Вы нас инспектируете?» – недоуменно сказал Хагрид, глядя ей вслед. «О да», – мягко произнесла она, оглянувшись на него и взявшись за ручку двери. «Министерство полно решимости очистить школу от некомпетентных преподавателей». Хагрид, спокойной ночи, и захлопнул за собой дверь. Гарри хотел снять мантию-невидимку, но Гермиона схватила его за руку. «Подожди», – шепнула она ему на ухо. «Может, еще не ушла». Хагрид, видимо, подумал о том же. Он подошел к двери и чуть отодвинул занавеску. «К замку пошла», – тихо сообщил он. «Вот тена. Людей инспектирует, а?» «Да», – сказал Гарри. «Трелони уже оставили с испытательным сроком». «Хагрид, а что мы будем с тобой проходить на занятиях?» – спросила Гермиона. «Об этом не беспокойся, я много чего наметил», – с энтузиазмом сказал Хагрид и схватил со стола драконье мясо, чтобы снова приложить его к глазу. «Держу тут пару зверьков для вашего СОВ. Увидишь, это что-то особенное». «Слушай, Хагрид», – Гермиона заговорила настойчиво, отбросив вежливость, «профессор Амбридж будет рада, если ты принесешь на занятия какого-нибудь опасного». «Опасного?» – искренне удивился Хагрид. «Глупости какие, ничего опасного я вам сроду не принесу. Ну, конечно, они могут за себя постоять. Хагрид, ты должен благополучно пройти инспекцию, и лучше всего, если ты нас поучишь ухаживать за гипоклоками, отличать нарлов от ежей, чему-нибудь в этом роде. Но это не шибко интересно, Гермиона. У меня для вас кое-что позадорнее. Я их не первый год ращу. Думается, единственная ручная стая в Британии». «Хагрид, прошу тебя», — сказала Гермиона с подлинным отчаянием в голосе. «Амбридж ищет любого предлога, чтобы избавиться от учителей, которых считает близкими Дамблдору. Прошу тебя, Хагрид, учи нас чему-нибудь скучному. Что могут дать на СОВ?» Но Хагрид только зевнул во весь рот и мечтательно скосил глаз на огромную кровать в углу. «Слушай, день был долгий, поздно уже», — сказал он, ласково потрепетав Гермиону по плечу, отчего колени у нее подогнулись и стукнулись об пол. «Ох, извини». Он поднял ее за шиворот. «Ты за меня не беспокойся. Теперь я вернулся, и для ваших уроков таких славных животных припас. Честное слово. А вы, ребятки, давайте-ка в замок, да не забудьте следы за собой замести». «Не знаю, дошло ли до него, что ты говорила», — сказал немного погодя Рон, когда убедился, что горизонт чистый, и они возвращались к замку по глубокому снегу, не оставляя следов. Их убирала стирающими чарами Гермиона. «Тогда я завтра опять к нему пойду», — решительно сказала она. «И если надо, составлю для него план уроков. Мне все равно, если уволят Трелони, но Хагрида ей не удастся выжить». Вот мы и дочитали 20 главу. Ставьте лайки, подписывайтесь. Следующая глава у нас 21. Глаза змеи. Всем пока-пока.